День 1645, Алекс на связи. В основном я рассказываю общие идеи о том, нужен умный дом или не нужен. Честно сказать, я еще и сам до конца не определился. Конечно, для меня это в первую очередь хобби. Я очень много экспериментирую, изучая разные устройства, пытаясь найти какие-то интересные решения и их попробовать. Но в реальности их применять не всегда получается. То есть у меня, конечно, многое настроено и многое работает, но я бы не мог бы сказать, что это прямо очень полезно. Иногда это, в принципе, даже вредно. И поэтому хочется найти какие-то интересные решения, и чтобы они действительно приносили пользу. Ну и поскольку я занимаюсь постоянно этим и трачу очень много времени на изучение умного дома, конечно, постоянно меня спрашивают о том, что в умном доме можно сделать, что полезного, что бесполезного. И мне, в принципе, тоже хочется это рассказать, и приходится много раз разным людям рассказывать. То есть и при встречах, и в соцсетях разных, при переписке тоже очень много времени тратится на то, чтобы просто пересказать одно и то же. Собственно, для этого и я решил рассказывать это просто в таком формате. Я трачу много времени на разные эксперименты, изучение разных алгоритмов, поиск их в интернете. Или сам придумываю очень часто какие-то алгоритмы, пытаюсь их опробовать. И, конечно, я смотрю разные устройства, заказываю эти устройства, пытаюсь понять, какое устройство лучше, какое хуже, какие датчики для чего подходят. Выходят постоянно новые датчики, разные устройства, смотришь в обзоре, пытаешься понять, надо или не надо, потом заказываешь, потом расстраиваешься о том, что устройство работает не так, как было в рекламе или в каком-то, допустим, видеоролике. И придумываешь, каким образом можно его разные минусы обойти. Как можно сделать так, чтобы он работал правильно, чтобы он там, не знаю, датчик движения определял корректно, видел в нужных местах и срабатывал правильно. Или датчики открытия отправляли правильную информацию и всегда срабатывали, и корректно можно было обработать их статус, чтобы датчики температуры отправляли правильную информацию и тоже оперативно работали. И если температура менялась, то они все-таки ее передавали. Или влажность показывали правильно, а не какую-то абстрактную, которую потом непонятно, верить ей или нет. Есть очень много разных технологий для управления умным домом. Это и распознавание лиц или разных событий, это и управление разными способами и разными датчиками или разными устройствами, это включение или выключение, разные виды устройств, например, там, инфракрасные пульты, умные лампочки, реле, розетки, выключатели. То есть очень много разных устройств, есть еще более специфичные, их тоже нужно все изучить. Также очень много экосистем разных. Понятно, есть какие-то обычные, но в какой-то момент времени какая-то экосистема становится интереснее и лучше, и датчики у нее более продвинутыми могут быть. Но потом другая экосистема тоже начинает развиваться или появляется новая, и нужно их сравнить, нужно их изучить, научиться их интегрировать между собой, потому что в принципе, ни одна экосистема полностью не покрывает всех нужд. Когда строю умный дом, то, конечно, разные технологии используются и в части связи. То есть это и Zigbee, и Wi-Fi, и Bluetooth, и BLE, и радиочастота. Есть и проводные варианты взаимодействия. И это тоже нужно все как-то выбрать, настроить, изучить, интегрировать между собой, чтобы работало корректно. Даже, например, по радиочастоте, когда взаимодействие организовываю, то тоже может быть так, что датчик не может напрямую и одновременно передать
информацию, и исполнительное устройство не может тоже в этот же момент сработать, потому что идет взаимодействие через умный дом, и нужно правильно выстроить эту всю работу, сделать нужные задержки по времени, чтобы оно не пересекалось. Или если одно устройство Bluetooth или Zigbee, а исполнительное устройство, например, это по Wi-Fi работает, то это тоже нужно каким-то образом придумать, интегрировать. Ну и если это Wi-Fi, то чаще это всего, конечно, какие-то облачные решения и экосистемы, работающие через облачные сервера, то, конечно, это тоже нужно научиться между собой интегрировать, с ними связываться. И если какую-то экосистему или систему умного дома я настраиваю и использую, то нужно изучить, может ли она связываться с этими разными устройствами или экосистемами, или не может это связываться. Потому что если, конечно, использовать одну, то в какой-то момент времени получается, что появляется экосистема, которая лучше, и, конечно, хочется уже тоже и новые устройства попробовать от этой экосистемы, и, в принципе, возможно, там более интересные решения. Разные тоже есть, в том числе и в части автоматизации. Очень много разных ошибок возникает при построении умного дома, то есть и в части софта это разные версии, несовместимость разных версий. Поставил что-то одно, тут же нужно обновить что-то другое, нужно поменять где-то прошивку, обновить какие-то драйвера. Это, конечно, все нужно изучать, читать и настраивать. Или по железу тоже может быть какая-то прошивка, вышло новое устройство, и оно тоже поддерживает какие-то дополнительные функции, и это интересно для использования. И хотелось бы не сидеть на каком-то старом устройстве, а все-таки использовать более новое, у которого больше функций, или оно красивее, там по дизайну больше подходит, и приходится заново изучать. А когда берешь новое устройство, конечно, обнаруживаешь, что оно совсем не такое, работает совсем по-другому, по другим протоколам, и заново нужно, а может быть это вообще новая экосистема, и заново нужно, конечно, все это настраивать. Изучайте, если сценарии были основаны на каких-то особенностях работы предыдущего устройства, то нужно будет изучать особенности этого нового уже устройства и все переделывать. Пока что-нибудь изучаешь, начинает слышишь где-нибудь, кто-нибудь хвастается, какая у него новая веб-камера умная появилась, там 8К, 60 FPS, которая умеет распознавать людей, там поворотная, всякая такая навороченная. А у меня еще в работе там я экспериментирую с какой-нибудь камерой, там SD или Full HD формата, который снимает 10 кадров в секунду и ничего больше не умеет, никаких распознаваний, то, конечно, уже непонятно становится, кто вообще тут эксперт, как бы, и нужно, наверное, слушать таких людей и все-таки покупать новые камеры и их все-таки настраивать, а не копаться в каком-то старом и пытаться адаптировать эту старую камеру для каких-то своих задач, там, устанавливая разные системы распознавания людей, животных домашних или еще каких-то вещей. Если рассказывать про какие-то разные устройства, то всегда на следующий день там выходит какое-то новое устройство с новыми какими-то новыми функциями, и уже, в принципе, вся информация становится неактуальной, и она уже неинтересна, и, конечно, нужно будет покупать новое устройство. Или какую-то идею придумал, как работать, как настроить взаимодействие в умном доме, а потом оказывается, что кто-то на рынке сделал устройство, например, датчик присутствия, который может все определять людей и их положение, и где они в комнате находятся, и зашли они или вышли, сидят или стоят. И, конечно, все идеи уже связаны с тем, как хитро обрабатывать какой-нибудь датчик движения или датчик открытия, они пропадают, становятся, по сути, ненужными. Очень много, конечно, описывают, как настроить там какую-нибудь версию Home Assistant очередную, и на следующий день появляется новая версия, которая уже ни с чем не совместима. Нужно заново все перенастраивать, у нее появились новые фишки, интерфейсы уже все изменилось, и с использованием разных методологий типа Agile
конечно, настолько быстрые изменения происходят, что смотреть видеоканал или читать статьи уже не имеет никакого смысла. Иногда бывают даже статьи, где просто не указана дата, и уже непонятно, когда эта статья была написана, и, наверное, она уже не актуальна. Конечно, в этом случае гораздо проще брать документацию на систему, пусть она будет и на английском языке, сейчас это несложно перевести на любой язык, и уже там разбираться, как конкретно новая версия конкретного программного обеспечения работает, и первоисточники все-таки это более быстро и актуально меняется. Хотя тоже бывает так, что даже в том же Яндексе, когда заходишь в документацию, в реальности уже работает одним способом документации, все еще по-старому описано. Поэтому я рассказываю свое личное мнение и отношение к умному дому, но каждый примет, я надеюсь, правильное решение самостоятельно.